Ну что, друзья, всем привет! Очередное видео на канале. Кто смотрит мой канал, знает, последний раз на рыбалке я был где-то 2 недели назад. Закрыл зимний сезон, выбрался порыбачить на реку Западную Двину, поскольку она как-то так быстро открылась. Но словить ничего не удалось, и все, больше рыбалок у меня не было. Думал, на озера уже не получится выбраться, но до сих пор еще у нас рыбачить, но я все-таки побаиваюсь, поскольку не стоит рыба жизни, чтобы выбираться и рыбачить. Хотя лед, говорят, большой, вот. Думал рыбачить, продолжать на Западной Двине, но очень уровень поднялся большой, и груз не держит, товарищи выезжали, и бросать некомфортно, в общем. И решил пока не тратить время, не мучиться, заняться подготовкой к летнему сезону, начать подготавливаться, но тоже, поскольку нет теплого гаража, не получается это делать, что-то снимать. Но надеюсь, тут вот уже вроде как бы холода отступят. Наверное, Витебская область самая такая у нас холодная. С погодой непонятно, снег. Надеюсь, отступит, и начнем уже дальше снимать. Вот. И вот это время не тратил зря. В прошлом сезоне поменял лодочный мотор и приобрел там к осени ПВХ лодку. Не регистрировал. Думал, поплаваю, посмотрю как что. И уже там зимой или весной, вот когда вот такой период, не сильно тут запреты, туда рыбачить еще не сильно комфортно, поскольку, непонятная ситуация, зарегистрировать, вот. И, я как бы не первый раз регистрирую лодку, да, там, знаю, там, знакомые регистрировали как и что, но, если честно, я офигел. Я очень сильно, поскольку прошел год с момента, вот, как мы регистрировали товарищу лодку, да, я там мотор регистрировал, точнее не регистрировал, а снимал с учета старый, чтобы его продать. И я офигел, если честно. А почему я офигел и как вообще происходит процедура регистрации маломерных судов у нас в Беларуси? Надеюсь, это видео будет полезно тем, кто хочет приобрести себе там лодочный мотор, лодки, не знает, как это делать первый раз. Надеюсь, это видео будет полезно, поскольку, посмотрит, послушает и уже со всеми документами поедет и спокойно зарегистрирует свою лодку или мотор. Так что давайте приступим, поехали. Итак, друзья, давайте начнем обо всем по порядку. Во-первых, приобретая лодочный мотор или лодку, когда вы покупаете ее, вам продавец должен предоставить, соответственно, лодку, мотор и обязательно чеки, документы на вашу лодку или мотор. Вот тут эти документы должны быть у вас. Плюс там инструкция, это понятно. Обязательно в этих гарантийных талонах, там договорах купли-продажи обязательно должны быть заполнены там ваши данные, должны быть данные заполнены там лодки, мотора, обязательно должны стоять печати, поскольку если вот этого у вас не будет, какой-нибудь печати или там росписи, могут возникнуть проблемы установки вашего маломерного судна на учет. Как-то раньше очень было все просто, понятно, но с каждым годом, я говорю, даже прошел 1 год, я, повторюсь, офигел, что поменялись так правила, и, мы никуда не попрем против этих правил, вот. Так что, смотрите, да, покупая лодку-мотор, повторюсь, должны быть документы все обязательно, все печати, все росписи. Далее, друзья, я, как вот в начале видео говорил, думал, поплаваю, там посмотрю, как лодка, как что, и уже зарегистрирую, да. Но оказывается, друзья, по новым правилам, в течение месяца, с момента покупки, вот вы приобрели лодку, и в течение месяца мы должны поставить на учет, зарегистрировать нашу лодку. Я этого не знал. Когда я приехал в ГИМС,
мне сказали, да, такие есть правила. Я сказал, вроде таких не было. Говорят, ну, незнание закона не освобождает от ответственности. Но если на лодку месяц, да, то на лодочный мотор еще интереснее. Мы должны в течение 2 недель зарегистрировать его. Либо мы его купили где-то с рук, либо новый, да. И владелец, который, если вы продаете бэушный, должен тоже в течение 2 недель его поставить на учет. С чем это связано, я не знаю, и откуда такие сроки. В общем, выбрал я выходной день, посмотрел в нашей области, там в каждом районе, там где-то в городе есть инспекция ГИМС. Если кто не знает, смотрите, гуглите там ГИМС, в каком вы городе живете, смотрите телефоны, ну, на всякий случай лучше позвонить, смотрите там график работы, уточняете и едете туда. С собой берете там лодку, мотор, ну, что хотите регистрировать, обязательно все документы и приезжаете туда. Приезжаете туда, можно заранее, можно у них взять реквизиты на оплату. Для оплаты, чтобы зарегистрировать лодку или мотор, нам нужно заплатить, внести взнос. Взнос этот у нас в Беларуси вот за лодку до 5 лошадиных сил, если у нас с мотором, нужно заплатить 2 базовых величины. Можно это заплатить через банк, ну, сейчас удобно, развит ЕРИП, можно через телефон. Это тоже все есть на сайте у ГИМСа, там проблем, как бы, кто пользуется, не должно возникнуть. Чеки ввести не обязательно. Можно просто сделать скриншот чека, там сохранить в телефоне и уже этот чек показать инспектору, который будет устанавливать ваше маломерное судно на учет, и проблем с этим не будет. Вот. Приезжаем мы с оплатой, либо без, с документами, с лодкой, с мотором в этот ГИМС к инспектору, заходим, говорим, что хотим зарегистрировать наше маломерное судно. Инспектор берет ваши сначала документы, смотрит. Если с документами все в порядке, просит ваш паспорт, и начинается процедура оформления постановки на учет маломерного судна. Далее, друзья, чтобы не возникла такая неприятная ситуация, как со мной. Ситуация заключалась в том, что инспектор сказал: а я не могу вам поставить вашу лодку и мотор на учет. А я ему спрашиваю: а почему? У меня что-то с документами не в порядке или что? Он сказал: а почему вы приобрели там лодку в том году, а решили зарегистрировать в этом? Ну, я ему объяснил ситуацию. Он говорит: по новым законам в течение 30 дней вы должны зарегистрировать свою лодку. Если вы этого не делаете, выдается этим же инспектором на вас правонарушение устное, заносится в базу, и на вас вот это правонарушение, что вы не зарегистрировали, хранится в базе год. Я говорю: а как так? Я же ничего не нарушил. Ну вот есть такое правило, в течение месяца вы должны зарегистрировать лодку. Все, он составил на меня протокол, я расписался, и он внес меня в базу. Я говорю: ну а как дальше быть, что? Старайтесь не попадаться на водоеме за какие-то правонарушения. Если вы попадетесь, у вас уже будет второе предупреждение, и вам будет выписан штраф. Минимальный штраф там тоже от 2 базовых величин. А что это за правонарушение? Давайте, наверное, расскажу попозже. Сейчас расскажу, как это происходит, процедура регистрации, и расскажу уже, за что вот эти могут быть нарушения. В общем, внес он меня в базу. Все, и начали мы оформлять документы, нашу лодку, делать документы, в общем, на наше маломерное судно. После того, как мы заполнили документы, он попросил принести лодку. Можно было это возле машины сделать, но я принес внутрь для удобства. Развернули, все, он посмотрел состояние лодки, посмотрел вот в книжке к лодке
Давайте покажу поближе. Вот дата покупки есть. Ой, я так отсвечу, не знаю, будет видно. В общем, заводской номер сверяет, дату покупки смотрит, чтобы вот была печать тоже в книжке и на договоре купли-продажи. Вот. И после этого вам инспектор выдает вот такой судовой билет, в котором выдает вот такой судовой билет, и в который вложен вот такой сертификат о допуске судна к эксплуатации. Здесь дублируется номер, и что тут? Номер, и дублируется номер от вот этого судового билета. В судовом билете вписываются данные лодки, длина, ширина, грузоподъемность, категория вот сложности, фамилия, адрес, и вписывается двигатель. Вот. Чтобы еще, друзья, ну вот я и повторюсь, за оформление, чтобы сделать документы, вот такую книжечку, нам нужно заплатить 2 базовых, 64 рубля мне обошлось. Вот. Ну и еще вот в этот сертификат заносится, ну, будем говорить так, техосмотр. Если лодка свежая, проходится раз до 10 лет, раз в 3 года. Вот. Ну, я ему показываю оплату, вторую оплату на техосмотр, вот на это, чтобы он мне поставил годен. А он говорит: извини, привезешь мне лодку с нанесенным вот этим номером, который вот мне выдали в судовом билете, и тогда я тебе поставлю. Я говорю, ну, как бы мне расстояние не маленькое ехать, неужели нельзя поставить? Нет, нельзя. По законам ты должен мне привезти свою лодку с нанесенными номерами, там по ГОСТу, там у них все есть, и привезти перечень, как это называть, вещей, вот, правильно, которые должны находиться с тобой в лодке, за которые, вот как я говорил ранее, про них я и расскажу, если они будут отсутствовать в лодке, мы можем получить предупреждение, либо, как вот у меня предупреждение было, еще предупреждение и за них штраф. Хотя есть вещи, которые должны быть обязательно в лодке. Я думаю, там, ну, если мы спорить с инспекторами не будем на воде, которая нас встретится, может быть, еще обойдемся устным предупреждением. Ну, а если будем спорить, там, от 2 базовых величин, ну, может быть, и меньше есть, хотя я все спрашивал, там, от 2 и выше величин нам могут выдать штраф. Ну, а что это за перечень оснащений? Давайте расскажу поподробнее, чтобы вы знали и были подготовлены. В общем, друзья, до этого я знал. Вот он сказал: привезешь мне, повторюсь, лодку с номерами нанесенными, и вот перечень. Я ему начал называть, он говорит: ну вот возьми, чтобы не забыть вот такую памятку. Ну, во-первых, перечень оснащения маломерного судна. Вот как это называется правильно. Ну, во-первых, у нас должен быть в лодке якорь и якорный канат длиной не менее 15 метров. Вот у вас должно быть 15 метров веревки, привязанной к якорю. У меня где-то приблизительно столько было, но не знаю, стоит заморачиваться так или нет, но все равно, я думаю, веревку мы берем с запасом, чтобы, если на течении побольше отпустить, нашу лодку держала. Но давайте я поподробнее сразу буду рассказывать. Когда я приехал уже с нанесенными номерами, с перечнями вот этим оснащения маломерного судна, никто у меня веревку не мерил, вот, но смотря какой инспектор попадется, поэтому, ну, придерживайтесь вот этих стандартов, кто первый раз, может быть, поедет регистрировать свою лодку, чтобы не возвращаться потом еще раз. Второй пункт: швартовое приспособление, веревка не менее 2 длины лодки. Ну, это кусок веревки не менее 2 длины лодки, то есть берете свою лодку, ну, еще таких же 2 куска накидываете, ну, приблизительно, чтобы было. Ну, у меня такая веревка тоже была, поскольку у меня дополнительно бывают озера, плаваем, не хватает лодки. Ну, вот она лежит у меня, если надо, я ее привязываю. Так что вот еще такой пункт. Ну, не знаю, бред это или не бред.
решать каждому. Но вот я рассказываю вам сейчас это все подробно, чтобы вы были подкованы, приехали и спокойно зарегистрировали без всяких нерв и уехали домой уже с готовыми документами. Так, третий пункт. Водоотливное устройство из нетонущего материала, в скобках черпак. Но это я взял такую пластмассовую, такую из пластмассы с крышкой баночку. Претензий ко мне не было. Спросили только, что это. Я говорю, ну, вычерпывать воду. Вот. Хотя, ну, не понимаю, зачем она в ПВХшках есть сливной клапан все равно. Ну, не у всех, но это чтобы черпать этой баночкой, там должно быть по колено воды в лодке, чтобы нормально вычерпать. Вот. Четвертый пункт. Ну, весла. Ну, весла, я думаю, берут все, хотя я знаю, бывают и не берут. Экономить место в лодке, хотя на ПВХшках на борт закрепил сразу и поехал. Пятый пункт. Должно быть сигнальное устройство, в скобках судовые огни. Но это если, я так понимаю, большие лодки. В ПВХшке мне не спрашивали. Также фонарь. Фонарик я брал с собой тоже. И свисток должен быть. Ну, я не понимаю, зачем они впихнули этот свисток сюда, поскольку во всех жилетах сейчас вроде как бы, ну, у меня точно свисток идет в комплекте с жилетом. Вот. Шестой пункт, вот. Сюда вот бы они лучше свисток отнесли. Спасательные жилеты по количеству людей на борту. Сколько людей у вас на борту, столько и должно быть жилетов. Хотя кто-то там по правилам, кто сдает больше 5 лошадиных сил моторы, в билетах вроде как бы было, я могу ошибаться, кто сдавал, может быть, напишите, сколько количество по паспорту лодки написано 4 места для не пассажиров, а вообще грузоподъемность лодки 4 человека, то есть 4 жилета и должно быть. Ну вот так. Седьмой пункт. Но это относится у кого лодки с моторами. Должен быть огнетушитель массой не менее 2 килограмм. И вот туда как раз вот есть, кроме гребных, парусных судов и гидроциклов. То есть если у вас гребное судно, ну, парусное какое-то или гидроцикл, вам огнетушитель не надо. Но вот я не понимаю, почему для гидроцикла не надо. Вот напишите тоже в комментариях, как вы считаете, должен он быть или нет. Ну, огнетушитель должен быть, как нам сказали, а вдруг загорится двигатель на ПВХ лодке, там корпусный какой-то, чтобы мы сумели затушить. Но на гидроцикл как бы тоже его можно прикрепить, и гидроцикл тоже может загореться, в нем же все-таки стоит двигатель. И, ну, не знаю, почему на гидроцикл не надо огнетушитель. И повторюсь, точнее не повторюсь, а, наверное, добавлю, здесь не написано, может быть, для гребных лодок, но гребные лодки до 225 килограмм у нас как бы регистрировать не надо в Беларуси. Единственное, если только на них уже будет установлен лодочный мотор какой-то, тогда нужно будет регистрировать и наносить на нее номера. Но, как нам сказал инспектор, если у нас будет гребная лодка, вроде какой-то должен быть кусок ткани несгораемый, чтобы тоже тушить огонь. Мы спросили, а откуда может возникнуть огонь? Он пожал плечами и сказал, такие правила. Я вот этого тоже не понимаю. Но правило есть правило. 8 пункт. Должна быть на борту у нас медицинская аптечка, в скобках аптечка первой помощи, но как такового перечня нету. Мы спрашивали тоже, не знали. Ну, как и автомобильная, там, бинт, лейка, пластырь, там, ну, нашатырь на всякий случай, какие-то таблетки от головы, там, ну, что может быть необходимое, чтобы оказать первую медицинскую помощь. И 9 пункт. Ремонтная аптечка, в скобочках указано, для лодок из ПВХ материала. То есть, если у вас лодка из ПВХ материала, вы берете с собой этот ремкомплект, который идет клей, там латки лежат, вот. Фу, вроде все.
То есть вот этот перечень, когда вот зарегистрировали лодку, второй раз едем с нанесенными номерами, должен быть с собой. Я это все брал, у меня это лежало все в багажнике, багажник был открыт, лодка была возле машины. Инспектор подошел, посмотрел все, и у меня якорь лежал в таком мешке с веревками. Он говорит: а где якорь? Я говорю: минутку, вот он. Он посмотрел, сказал: все хорошо. То есть, ну, правила ужесточаются, как бы все смотрят. И после этого я ему показал заранее, еще когда до первый раз регистрировал, показал этот чек, ну, с ЕРИПа, что оплачивал, на лодку и на техосмотр вот на этот. Да, мы там от руки указываем свои данные, где проживаем, вот этот номер. Все, я заполнил, и все, инспектор мне выдал вот этот талон. Сказал: все, на 3 года у меня техосмотр, могу плавать, спокойно рыбачить, но сказал: не забывай, у тебя уже есть правонарушение за просрочку, что не поставил на учет, так что годик аккуратно рыбачь, не попадайся и передай другим. Вот так. Это что касается, друзья, я сейчас рассказал регистрации лодок до 225 килограмм. Это если грибная лодка. Свыше 225 килограмм, и если установлен мотор, вот эти процедуры все нужно делать. Ну, слава богу, что вот в 2017 году, если не ошибаюсь, я читал информацию, хотели принять закон даже до 5 лошадиных сил отменить вот эту регистрацию. Ну, что-то пошло не так, не знаю, что пошло не так. Оставили только вот эти грибные лодки до 225 килограмм, не нужно ничего делать, но остальные мы должны регистрировать и получать вот такой судовой билет. Что касается, друзья, там корпусных всяких лодок, деревянных, там дюралек, раньше было проще, раньше оплачивали, привозили, фотографию подписывали и все. Сейчас я спросил, тоже есть лодка стоит на Двине, и деревянные лодки много у кого есть. Я говорю: а как быть? Он говорит: ну как, берите лафет, привозите. Был еще в том году, когда регистрировали, мы слышим, звонит какой-то, ну, пожилой там дедушка. В общем, такое дело, у меня лодка на Лесном озере, как мне быть? Ну, что мне на вертолете ее к вам везти? Инспектор сказал: если надо, и перевезете на вертолете, если надо. Вот. Он сказал: если хотите рыбачить, это ваши проблемы. То есть никому не интересно, где у вас стоит, какие проблемы. Человек, как бы, да, делают свою работу, да. Как говорится, кто на что учился. Вот. Но с каждым годом все становится тяжелее. И по поводу вот этих пунктов напишите, друзья, что бы вы вот выбросили, что вот реально необходимо. Ну, как по мне, я вот вам скажу, ну, якорь, веревка, это понятно должно быть. Швартовое приспособление, ну, у вас веревка есть от якоря, и вы же все равно будете, если к берегу приходите, где-нибудь привязываться. Ну, черпак, ладно, там от термоса кружка какая-нибудь есть. Ну, фонарик, ну, все равно там в телефоне есть. Аптечку я тоже всегда беру с собой. Как бы огнетушитель, ну, он не спасет. Если там, не дай бог, какой-то взрыв или что, ну, вы же не будете в этой лодке сидеть, будете прыгать. Я считаю, жилет основное, как бы, должен быть, и аптечка. Остальное это, ну, баловство, какие-то меры, не знаю. Хотя, может быть, мы не знаем, может быть, там сидят люди выше, разрабатывают это и, ну, как бы спасают, может быть, нашу жизнь. Вот, ну, против закона, друзья, не попрешь. Вот. Так что, друзья, завершаю свое видео. Если данное видео кому-то понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.